Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события на пороге февраля. Давайте узнаем, каковы события с первых недель, с первых дней месяца. Три главных события, мы достанем три карты. Если мы говорим про главные события, я могу сказать, что планетарно где-то прелюдией будет тот факт, что 27 января планета Уран переходит из ретро-движения в прямое. И мы знаем, что Уран часто связывают с ломкой чего-то, но никогда Уран не забирает то, что для нас перспективно. Чаще всего он как будто делает, вместе с нами своего рода усилия, чтобы мы быстрее от какой-то мусора в нашей жизни или какой-то истории, которая не имеет тенденции к продолжению, избавились. Или увидели какую-то реальность, совершенно по-другому, как и на самом деле обстоит дело, а не так, как мы предполагали что-то. Помимо нашей воли может что-то либо само завершаться, либо вы можете оказаться на выборе. И идем дальше. Если мы уже про сам февраль, 10 февраля, это новолуние. И эта дата совпадает с началом Нового года, года дракона по китайскому или восточному календарю. 19 февраля. Замечательная дата, мои дорогие девы. Это выравнивание планеты Хирон с лунным узлом, который находится в Овне. Образ Хирона связан с образом израненного целителя. И это могучий кентавр, который излечил Ахилла, вспоминаем, да, Ахиллесова пята, но вместе с тем пострадал от отравленной стрелы, которая была выпущена Гераклом. Это то время, мои дорогие девы, когда мы можем столкнуться как раз с собственными душевными ранами или какие-то психологические травмы были, для того, чтобы их окончательно залечить и одновременно пытаясь помочь кому-то другому. Вот как по Хирону. Есть в этом соединении, выравнивании, знаете, какая-то судьбоносность, когда мы оставляем какую-то болевую точку в своей судьбе окончательно позади, и она нас больше не ранит. И на этом дело не заканчивается. 22 февраля Венера и Марс соединяются в Водолее. И это может быть как побудительный мотив что-то изменить в своей личной жизни. И правда, вот все планетарные события складываются таким образом, что как раз, продумайте, что для вас, кто смотрит, может быть, теперь в конце января месяца, что у вас сейчас наиболее активно проигрывается, какая сфера жизни, или ваши вопросы, вот о чем вы думаете, вот скорее всего где-то в этом ключе, если тем более это ваша задумка, ваша мысль или какое-то действие, оно сопряжено с новостью или информацией, или с какими-то обстоятельствами. Вот в феврале вы это сможете расставить окончательно по местам. И мы достанем карту. Не всегда планетарные с таро-прогнозами совпадают. Что придет? Вот такой вопрос мы зададим для вас, мои дорогие девы, февраль месяц. А что уйдет? Это не обязательно, что вот оно уйдет. Либо человек, либо какое-то событие. Это еще может означать, что какое-то дело вы начнете и успеете закончить в феврале. Мы откроем и узнаем. И три главных события. Первое событие, чего будет касаться или какой сферы. Второе, или чему вы отдадите приоритет. И третье событие. Итак, что придет? Признание в любви, комплименты, придут радость, хорошее настроение, какой-то позитив. Для кого-то из вас поездка, которая вас прям вдохновит. Или человек, который к вам приезжает. Но, правда, всячески положительная карта. Больше она не говорит о каких-то, знаете, таких серьезных задачах. Но то, что... новое вдохновение или новый приток душевных сил. Вот это к вам приходит. Приходит, может быть, действительно завершение каких-то вопросов, и это вас вдохновляет вторично. Или словно окрыляет. Видите мир, как-то по-другому, больше самоуверенности в хорошем смысле. Потому что по этой карте вас кто-то может поддерживать, подбадривать. Давайте узнаем, что уйдет. Вот посмотрите, какие полярные энергии. Вот все радостное, доброе, хорошее, светлое. Два рыцаря у нас, да, это то, что придет. А по рыцарям мечей у нас проходит часто
такое значение бунтарь без причины. Это те люди, которые обладают сложным характером. Это те люди, может быть, которых мы и видеть не хотим. Или избегаем какого-то общения. По этой карте, кстати, может быть такое, как проверяющие приезжают. Есть момент внезапности. И, скорее всего, как приехал, так и уехал. По этой карте мы хотим знать какую-то правду. Но я должна сказать, может быть, и правду узнаете, и разберетесь окончательно, поставите в чем-то точку. Может быть, для кого-то из вас согласование в плане, знаете, юридических вопросов. Что-то вы по документам будете делать. Или прояснять тот или иной вопрос. В итоге, правда, все точки над «и» расставите, и какое-то дело благополучно завершаете и словно его провожаете. Карта нам говорит для того, чтобы правильно, вот если мы про проверяющие или про людей, которые вам прежде словно мешали, мы не должны увеличивать какую-то дистанцию конфликта. Мы должны сохранять нейтралитет, по крайней мере, не ввязываться в какой-то как будто вопрос, когда нас могут втянуть насильно. Может быть, вы и просчитаете, что вот тот проект или ту работу, или то, что мне предлагают, овчинка не стоит выделки. Вот правда, кто-то из вас примет такое решение и в чем-то не будет участвовать вообще. Или, повторюсь, какая-то прежняя сложная, тягостная ситуация, она завершается. Скорее всего, потому, что вы видите совершенно иные перспективы. Или ваши желания, намерения просто могут тоже измениться, мои дорогие. И, конечно, по рыцарю мечей у нас больше проходят как какие-то сложности, или когда мы узнаем тайну. Вот тайна становится явным и как-то открывает перед нами реальность новую. И, может быть, вы что-то окончательно завершите, и больше из разряда того, что вас, разочаровывало. Оно уходит. 3 главных события. И первое. Знаете, это может быть само по себе ожидание денег, ожидание документов. По семерке пентаклей это, как знаете, ваша сильная позиция, но никуда не торопись, нам говорят. И помимо всего прочего, это еще и внешние обстоятельства, которые тоже развиваются неторопливо, и вам, может быть, придется ждать. Либо прихода где-то денег, которые могут задерживаться, либо подписание каких-то документов, соглашений. По этой карте, я бы сказала, это своеобразная перезагрузка. Почему? Любое движение происходит в 6 стадий. И шестая, завершающая, почему в картах Таро все шестерки – это своего рода победа. И следом по нумерологии идет 7, это перезагрузка, когда нам говорят, ты должен теперь сохранить все то, чего ты достиг. И держать абсолютно все под контролем. Вот где-то об этом говорит карта. И деньги придут, но, видимо, в какой-то свой срок. И документы, какие необходимы, тоже будет подписаны. Ты как будто не торопись. Пентакли у нас растут на дереве, да, и как будто наступит тот сезон, когда они сами упадут к твоим ногам. Я это говорю, безусловно, иносказательно, для того, чтобы меня правильно поняли, что все у вас свершится в положенный срок. Не сомневайтесь. Давайте мы немножко проясним и зададим такой вопрос, чем дело кончится. Вот чем кончится для вас какое-то ожидание? Ожидание закончится, но, видимо, за период, пока вы чего-то ждали или кого-то ждали, вы сами уже себе наметите новые планы, новые ориентиры, новые интересы появятся. И чем дело кончится? Не кончится, выбор какой-то будет. Давайте, чем сердце успокоится, мои дорогие, узнаем. Вы действительно из какой-то неразберихи сделаете, отстроите порядок. Для кого-то действительно. Вот все то, что я говорила, все произойдет в свое время. Король Пентаклей – это вообще карта, которая олицетворяет вас. Это те люди, которые надеются сами на себя, которые имеют вот такую способность держать все под контролем, умеют правильно взаимодействовать с сильными мира сего. И часто это статусная, кстати, карта. И она уже где-то обещает такое перспективное будущее, как и по работе, так и по получению денег, по согласованию, может быть, любых вопросов, которые связаны так или иначе
с финансами. Может быть, это какие-то вопросы в банках. У кого-то это может быть связано купля-продажа недвижимости. И кто знает, переезд. И от этого вот какой-то вопрос становится на паузу. А после этой паузы, кстати, вот пока вы ждете, для вас могут открыться как раз новые возможности. Тех, которых прежде не было. Вы уже могли к чему-то подготовиться и просто вот какую-то выжидательную позицию либо сами заняли, либо, как я уже говорила, обстоятельства так сложились. И вы можете прийти к выводу, что как хорошо, что какой-то вопрос задержался, иначе я бы куда-то поторопился или поторопилась и не увидела каких-то новых возможностей. Вот для кого-то из вас так тоже вполне может быть. У вас все под контролем, сильная позиция, мои дорогие. И те, наверное, планы, которые вы себе поставили, или то, что вы наметили, здесь могут появиться новые возможности, как бы нюансы новые приходят. Поэтому и выбор будет. Может быть, чем дело кончится? Вы, где-то займете такую позицию, когда и вашим, и нашим. У кого-то это по работе, может быть, вы искали вторую работу, или кто-то пассивный доход продумывал, и вы будете что-то пробовать. Но, правда, тут неспешность где-то помогает дважды. Карту совет давайте достанем. У вас все под контролем. Ну, правда. Вот все то, что я сейчас долго говорила, можно, в принципе, даже остальные не смотреть. Карта Солнца, карта удачи, карта успеха. Карта нашего эго и карта выбора правильного направления где-то на полгода вперед. Вот то, что вы закладываете, а у вас, посмотрите, какие надежные карты. Это вас приводит к абсолютному успеху. Может быть, это, знаете, с учетом двойки жезлов, когда у меня есть мое хобби, я его хочу монетизировать, развивать, или я хочу быть популярным человеком. Есть как будто основной вид заработка или дохода какого-то, но вы хотите попробовать что-то другое. И это будет связано с тем, что именно вашей душе близко. Чем вам хочется заниматься, все же про эго нам говорят. И оно как будто получает как и свой посыл, так и новые возможности. Как заниматься работой, которая тебе нравится, которая тебе... ты не чувствуешь нагрузки, потому что это дело, которое идет от души. Вот что-то такое тут у вас может получить развитие или, в принципе, счастливый, какой-то шанс будет важно не упустить и держать все под контролем, потому что дела, работа, бизнес идет как будто в гору. У кого-то это будет связано именно сразу в двух направлениях, и сложно сделать выбор. Кто знает, а может быть вот за момент ожидания вы для себя сумеете с чем-то более точно определиться. Но как будто карта Солнца, о чем она нам говорит в карте Совет? Вот свое Солнце надо сохранять или свои собственные где-то интересы, желания не ставить на второе место, а как раз на первое. Второе событие, то есть что-то у вас тут получается, надо же. Колесо фортуны. Проиграется у каждого в своей области, сфере жизни, потому что по колесу фортуны это его величество судьба, счастливый случай или еще какой-то случай сам по себе. Может быть, на первый взгляд он может нас даже ставить в тупик, поэтому идите, наверное, или плывите по фарватеру событий, которые будут происходить извне, или тех возможностей, которые вам дает судьба. По колесу фортуны мы чего-то не можем изменить. По колесу фортуны мы не должны долго думать. Надо, видимо, за короткий срок что-то вам придется обдумывать. Но здесь есть такой момент, что слишком долгое промедление может привести к тому, что вы упустите удачный момент. Поэтому держать как и руку на пульсе, так и на этом штурвале, как будто ближе к центру, чтобы нас при развороте этого колеса не выбросило вот так наружу. Поэтому... контролируйте, наверное, каждый день февраля. И никогда ведь мы не знаем, это по сути возможности и карта перемен. И благоприятных, мои дорогие, перемен, поскольку у вас выпадает солнце. Тут что-то будет взаимосвязано, это факт. Давайте мы немножко тоже проясним, чем дело кончится. Вот это колесо фортуны. Знаете, у кого-то может быть как возможность решить важную проблему, связанную с детьми. Вот правда. Может быть и подросшими детьми. Или какой-то
юридический вопрос, который тоже, получается, оказия, вам как и решить. Может быть, он встанет словно на повестке месяца, но если вы рационально подойдете, как мне правильно распределить, например, силы, или как работает в отношении меня какие-то положения, или приказы, или законы, то у вас есть возможность для себя что-то тоже ценно, важное сделать очень правильно. Вот здесь вот правда именно, истина имеет значение, и вы как будто ее сможете как и узнать, так и с другой стороны, если какая-то информация вам приходит, или это с каким-то человеком вы сталкиваетесь, вы увидите реальность. И с учетом колеса фортуны новая реальность как будто для вас откроется. Давайте мы посмотрим, а чем сердце успокоится. Еще один старший аркан. Мечевая карта, и, кстати, по аркану справедливости у нас мечи тоже предполагаются. Что нам говорят? Быть честным самим собой. Может быть, для вас, посмотрите, с учетом справедливости и колеса фортуны. Ведь по 11-му аркану всегда подразумевается причинно-следственная периодичность. И поэтому, как вы поступили прежде, если мы кому-то помогали, предположим, то здесь могут вам прийти на помощь. Или как вы поступили по решению того или иного вопроса раньше, вот теперь мы получаем такой же, как будто возврат. Или если мы где-то там наследили или что-то сделали со знаком минус, то как будто результата тоже может нас поставить перед фактом, и мы будем искать какой-то выход из сложившейся ситуации. Жизнь не бывает предсказуема и однозначно. Поэтому нам и говорят, будь честен сам собой. Вот что-то ты не должен прогадать. По пажу мечей важно будет трижды, наверное, видеть эту реальность, потому что у вас выпадает два старших аркана. Тут могут развиться события или придет какое-то известие, когда, может быть, и придется, правда, обратиться к юристам, к адвокатам, у кого-то так, или увидеть, может быть, обстановку, которая вас окружает, как-то иначе. И с другой стороны, не впадая в какую-то меланхолию или в какие-то, глубокомысленные измышления, вот все же тут то, что есть в реальности, для вас будет очень важно, потому что пространство вам будет посылать какие-то, сами по себе события. Давайте мы карту совет достанем. Может быть, для кого-то куда-то поехать придется срочно. Вот пятерка мечей нам о чем говорит? Это карта первого победа. То есть, да, какая-то победа, она как будто есть. Но по этой карте нам ведь тоже говорят не увеличить дистанцию конфликта, не заработать себе врагов. Потому что победа как будто есть, но она не приносит ни вдохновения, ни радости. Либо досталась тяжелой ценой, либо кто-то на нас обозлился и будет сидеть, выжидать момента, когда подставить подножку. Вот такого не должно быть. Вы не должны себе, может быть, на последующий период словно помешать. Может быть, продумайте те люди, с которыми нас сталкивает судьба, нравятся они нам или нет. Или какие-то ситуации, такие болевые или острые. Их лучше перевести в какой-то нейтралитет, чтобы вам что-то не помешало осуществить. Не расширяй дистанцию конфликта, держи нейтралитет. Вот такой конкретный совет. Третье событие. Карта шикарная. Самодостаточности. Люблю эту карту. Девятка кубков. Это где-то очень походит, кстати, на короля пентаклей. Кто это знает? Может быть, в начале месяца приходят какие-то известия или даже что-то как будто развивается монотонно, спокойно. Вы за этот период как укрепить можете свое положение, так еще и новые возможности получить. И в итоге солнце. Вот правда, выбор правильного направления в феврале может стоять очень остро. И тогда кто-то сделает этот выбор в начале месяца, и вы тогда уже в конце можете февраля получить как будто подтверждение или сказать самому себе спасибо, что что-то получается у меня очень хорошо. Карта самодостаточности, самоконтроля, финансового благополучия, и она очень хорошо проигрывается для тех или в тех случаях, когда вы занимаетесь своим творчеством, своим ремеслом, работаете сами на себя. Поэтому кто-то решится организовать или попробовать свой собственный бизнес. Или как работа, да, может быть, на самого себя. Может быть, это какие-то будут
пробные шаги. И вы знаете, у вас за февраль уже будет хороший результат. Ну, а те, которые прежде ставили перед собой амбициозные цели какие-то, как ну, построить карьеру или по бизнесу, вот тоже вы себе что-то наметили. Тут как будто и деньги будут, и вы, мои дорогие девы, по этой карте, правда, всегда остаемся довольны. Давайте мы тоже немножко ее проясним, хотя нам счастливое событие, радостное само по себе. В отношении финансов, в отношении работы и перспективных планов, какое событие. Что-то вас не просто вдохновляет, а вы видите именно результат. Чем дело кончится? Ну, хотя тут не кончается, тут же продолжается, ну точно. И рыцарь Пентаклей, карта направления, мы сказали про 6 месяцев, а рыцарь Пентаклей это у нас марафонский забег лет на 10-20. Наверное, как по Плутону Водолея, с новыми возможностями. И когда вы можете не беспокоиться ни о работе, ни о финансах, и сама по себе карта, пусть медленной, не быстрой перспективы, но это тот успех, который не заберет у вас никто. Вот об этом говорят. И вы, видимо, это где-то прочувствуете. Для вас, мои дорогие девы, очень, знаете, перспективно в 2024 году, если вот вы, допустим, сейчас раздумываете, получится, не получится, работать на самого себя или на саму себя, или ваше какое-то хобби, творчество, ремесло, уделить ему много внимания. Почему? Потому что на последующие годы вы не раз вспомните этот период и скажете себе спасибо, что хватило, может быть, решимости начать. Но для вас как будто прогресс на длительный период времени. Чем сердце успокоится? Правда, тут вам как по судьбе. Посмотрите, карта Верховного Жреца, это Иерофант. Это как согласование в высоких инстанциях. Для кого-то из вас иногда, знаете, венчание даже проходит по этой карте. Или судьбоносность, как будто, как и в отношениях это может карта говорить, так и где-то по работе, по любимому делу, то, чем вы будете заниматься длительный период времени. И вот я сказала, успех, который не заберет никто. И словно высшие силы вам будут в этом помогать, Верховный Жрец. Может быть, конкретно вы пойдете оформлять что-то в высокие инстанции, к высоким чиновникам, представителям власти, иерархии, хотя чаще по этой карте, но все же больше чиновники, нежели представители закона, например, или охраны какого-то порядка. Больше нам говорят о том, что вам по судьбе как будто завершить и начать что-то. И карта стабильности, карта может говорить, если вы преподаватель, мои дорогие девы, значит, вы можете, ну, тоже какого-то феноменального успеха добиться, получить должность, может быть, защитить какие-то диссертации, если это для вас актуально. Для кого-то из вас эта карта будет говорить о том, что это вы будете кого-то учить, с другой стороны, и мы-то чем сердце успокаивается? Тем, что да, перспективы новые открываются, и мне хочется, может быть, выучить несколько языков или стать профессионалом в совершенно новом виде деятельности. Мы по этой карте готовы учиться сами. И вот это новое вдохновение приводит к новому качеству жизни. Тут словно проект, которому вы будете уделять внимание в течение длительного периода времени, и тут и деньги будут в рост, ну и как ваше благополучие, ваш статус будет меняться. Карта совет. А вы можете раздумывать, стоит этим заниматься или нет. И нам карта о чем? Вы должны принять какое-то решение словно сердцем. Не должен на вас никто давить или советы постороннего слушать. Двойка мечей всегда своеобразная такая развилка судьбы. И у нас из двух мечей должен остаться один. И один меч – это туз мечей. И я эту карту называю выход из лабиринта. Вот вы должны вот этот вывод или выбор как будто принять. Может быть, и где-то сложновато, или решимость какая-то вам потребуется, чтобы увидеть какие-то новые возможности. Не отказаться, вот я об этом, или увидеть вот этот выход из лабиринта, даже если патовая ситуация, а здесь есть возможность, ну, достичь совершенно новых высот. Или открыть жизнь вообще с другой стороны для себя, в новых красках, с новым общением, может быть, с новым статусом, с новым окружением, когда
И нас это радует. Вот не случайно вам выпадает рыцарь кубков. И как будто хотите вы или нет, вы все равно встанете перед каким-то фактом, что нужно делать выбор. Только после этого, как будто перед вами как раз и откроются как и возможности, так и перспективы. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, прекрасный расклад. Помните, что самое главное – это солнце. Верьте в свою мечту. И 6 месяцев, видимо, для вас будет перспективное время какую-то вашу задумку превратить в реальность. И будьте счастливы и любимы всегда.